Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 14 июня. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы удача, благополучие и достаток были в вашей жизни. Что нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беду, неприятности и проблемы в свою жизнь. Друзья, все более подробно в этом видео. Итак, по народному календарю 14 июня отмечается Устинов день. И в этот день наши предки на Руси посвящали этот день посеву гречихи. А вот православная церковь в этот день вспоминает мученика Иустина Философа и его учеников. Святой Иустин много путешествовал по странам Европы и Азии, проповедуя христианскую веру. Примерно в 166 году Иустина вместе с его 6 его учениками взяли под стражу и обезглавили. По юлианскому календарю именно с 14 июня наступает первый летний месяц июнь, который получил в старину название в честь кузнечика. Еще одно название у июня – червень, что в старые времена обозначало багряный красный цвет, который на Руси считался символом красоты и победы. Именно в первый месяц лета природа окончательно побеждала холода, а вокруг все цвело и благоухало. В июне длинные дни и короткие ночи. Считалось, что в день Устина можно избавиться от докучливых людей, которые не дают другим покоя. Для этого срывали ивовый пруд и втыкали его между своим следом и следом назойливого человека. В этот день люди ходили в лес за лечебными травами. По народным приметам, если 14 июня будет радуга в первой половине дня, то это к дождю. Бледное солнце утром, к вечеру выпадут осадки, а дождливый и пасмурный день к урожаю льна и конопли. В народе считали, что если пойдет дождь в этот день, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев. В этот день ранее использовался интересный обычай. К примеру, если девушке нужно было избавиться внимания слишком навязчивого парня, то нужно было сорвать веточку ивы и воткнуть ее между своими следами и следами нежелательного поклонника. В народе этот праздник называли как Устин день, день Устина и Харитона, Устин и Харитона. Наши предки в этот день, в Устинов день, занимались обязательно полезными делами. Именно домашними делами. Это перебирали свои вещи, шкафы. Обязательно в этот день прибирались в дальних углах своего дома и приводили в порядок приусадебный участок. Такие нехитрые действия привлекут обязательно в ваш дом счастья и богатства, считали наши предки в старину. Если вы пришли в лес, то можно совершить и обряд очищения. Для этого нужно встать на полянке, поклониться на все стороны света и попросить прощения у земли матушки. Категорически нельзя было 14 июня устанавливать забор или даже изгородь, что приведет к крупному пожару. И наши предки этому придавали особое значение, поэтому в этот день никаких заборов и ничего, что связано с изгородью, они не делали и не ставили. Опасно же в этот день врать по мелочам или клеветать на кого-то. Иначе беда придет к вам бумерангом. Девушкам в этот день не рекомендовали выходить из дома, так как любая встреча с незнакомым мужчиной грозила тяжелыми испытаниями. Мужьям в этот день лучше не отказывать женам в извинениях, если они их потребуют, иначе в противном случае мужчины могут потерять мужскую силу и уважение окружающих.
В это время многие люди отправлялись в лес за лечебными травами. Важно помнить, что растения – это дар Божий, поэтому не вырывайте их ни в коем случае с корнем, если вам такое растение не нужно. Корневище следует оставить в земле, чтобы на следующий год было что собирать. Если же вам необходим целебный корень, то весь его не выкапывайте, часть оставьте в земле. Придя в лес за травами и кореньями, поклонитесь обязательно на все 4 стороны и попросите прощения у всего белого цвета, а также позволения взять силу от земли, чтобы помочь всем, кому плохо. Если вы так сделаете, то на вашем пути попадутся только сильные и крепкие растения. По народным приметам в этот день запрещалось представительницам слабого пола проводить любые магические ритуалы, которые были предназначены на отваживание настойчивого ухажера. Говорят, что так можно было навредить себе, ведь согласно народным приметам больше ни один парень просто не обратит внимания на девушку. В этот день влюбленные не должны скрывать свои чувства. Сегодня им необходимо показать свою заботу и ласку по отношению друг к другу, чтобы между ними всегда царили взаимопонимание и любовь. Также 14 июня незамужние представительницы слабого пола не должны верить красноречивым парням, тем более незнакомцам, потому что они могут солгать, говоря о своих каких-то нереальных заслугах, чтобы заманить в коварные сети, а после бросят ту, которая поверила в их лживые слова. Говорят, что после такого разочарования дама не скоро сможет восстановиться. Она будет еще долго горевать и печалиться, проливая свои слезы. Также, друзья, обращаем ваше внимание, все, что приснится вам в этот день, нужно понимать с точностью до наоборот. Кроме того, сновидения могут быть тяжелыми и пугающими. Это связано с соответствующей энергетикой этих лунных суток. Что же еще нельзя делать в этот день, 14 июня? Во-первых, работать на огороде. Постарайтесь в этот день уделить внимание лучше себе, своей семье. Но огород или приусадебном участке забудьте на время. Также в этот день не стоит расплетать волосы и ходить без прически. В этот день не стоит лениться, чтобы как бы вам не было тяжело, чего бы вам не хотелось, в любом случае в этот день не ленитесь и не спите допоздна. Также не стоит употреблять алкогольные напитки и старайтесь все-таки в этот день отказываться от своих вредных привычек, как бы вам не было тяжело. Не стоит также вспоминать о снах, особенно о снах тяжелых, которые вам были не по душе. И в этот день ни в коем случае не стоит занимать деньги, кому-либо давать в долг, иначе это не принесет ничего хорошего. В этот день наши предки никогда не занимали и не давали деньги в долг. Также обращаем ваше внимание, люди, которые родились 14 июня, все уже делают в зрелые годы. И дом строят, и семью заводят. А в качестве талисмана те люди, которые родились именно 14 июня, им подходит алмаз. Друзья, вот такой вот у нас с вами будет день 14 июня по народным приметам. Ну а далее у нас с вами лунный календарь на 14 июня. По лунному календарю, друзья, нас ждет 14 и 15 лунные дни. Друзья, у нас с вами полнолуние в огненном знаке зодиака Стрелец. Обратите на это особое внимание. Также сегодня самый сильный и мощный день месяца. Он признан один из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы с вами вступаем вперед, когда можно начинать очень серьезное предприятие.
Не пропустите этот день, он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. Обращаем ваше внимание, что энергетически этот день очень силен, и только от вас будет зависеть правильное распределение энергии этого дня. В любом случае он потребует от вас активности и инициативы. Если сможете найти в себе силу и даже дерзость для решения каких-то вопросов, ну, конечно же, в рамках разумного, вы сможете реализовать свой внутренний потенциал, который так долго ждал своего пробуждения. Не бойтесь сейчас начинать новые дела, которые могут казаться вам бесперспективными. А также не забывайте заканчивать старые дела, которые ждут от вас своего логического завершения. Если вы сейчас потратите энергию на какие-то повседневные мелочи и рутинную работу, то никакого результата вы не дождетесь. Мало того, в конце дня будете чувствовать себя совершенно разбитым, ничего не добившимся человеком. Только грандиозные проекты и самые масштабные мероприятия должны быть сегодня в вашей жизни. В этом случае в конце дня вы почувствуете подъем сил и радость активного и результативного дня. День весьма богат информацией, причем не только явной, которая лежит на поверхности, но и скрытой, подсознательной. Вы должны уметь уяснить для себя и ту, и другую. Будьте предельно внимательны к каждому слову сказанному, даже невзначай. Все будет иметь значение в будущем, и уж тем более не избегайте никаких народных примет и знаков, которые нужно уметь применять во всем происходящем событиям в вашей жизни. Любой источник информации становится жизненно важным, так что не лишним будет углубиться в чтение содержательных книг. День призывает нас к деятельности, к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались на достигнутом, держались выбранного пути, были твердо уверены в грядущем успехе. Избегайте провести этот особенный день в безделье. Энергетические ресурсы не бездонны, и их застой крайне неблагоприятен. В конце дня устройте себе вечеринку, она пройдет бурно и весело. Также сегодня очень важно, чтобы вы относились с особым уважением к любой информации. Даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла ваше внимание, может оказаться для вас полезной. Далее, друзья, поговорим о стрижке волос. Если вы хотите улучшить не только моральное состояние, но и материальное, то визит к мастеру сегодня обязателен. Также обращаем ваше внимание, чтобы притянуть удачу в этот день, достаточно просто коснуться ножницами волос, а еще лучше сделать стрижку. До похода в салон красоты подготовьтесь, пролистайте журнал или поищите на страницах интернета актуальные прически на этот сезон. То, что вы для себя подберете, окажется чем-то новым и подходящим. Подруги захотят такую же прическу, но, увы, она идеально смотрится только на вас. Более того, не наносите на волосы ничего лишнего, ни масок, ни масел. Ламинирование, завивка или химия вас также сейчас не обрадует. Окраска волос. Знаете, что окраска и тонировка волос натуральными красителями поспособствует успеху в делах. Сделайте сегодня прямой пробор, чтобы притянуть свежую энергию. Проведите этот день активно, реализовывая все задуманное. Очень важно, чтобы вы сегодня гнали прочь грусть, тоску, плохое настроение и занимайтесь только своими делами. Не стоит сегодня перегружать зрение и чрезмерно не пользуйтесь духами и прочими ароматами. Вот, друзья, у нас с вами такой день 14 июня по народным приметам и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.